Ну что ж, дорогие друзья, приветствую вас спустя 3 года на моем канале Ник10. Последнее видео, посвященное танкам, было загружено в 2019 году, и сегодня я решил зайти и посмотреть, как изменилась наша с вами любимая игра Танки Онлайн в 2022 году. Так что, друзья, раз уж у нас такое событие, сразу ставим лайк, кто не подписан, подписываемся и погнали. Танки я не заходил 3 года, и первое, что мне бросилось в глаза при заходе в игру, это измененный интерфейс. Вообще он вроде бы уже тогда, в 2019 году, был изменен, но сейчас они его допилили до ума. Он стал красивым, минималистичным и интуитивно понятным. Но к нему все равно поначалу нужно привыкнуть, потому что появилась куча всего нового, очень много всяких дронов, новых корпусов, пушек, красок. Об этом я расскажу дальше. В прошлой версии интерфейса, насколько я помню, лично мне было тяжело ориентироваться. В этой версии дела получше. Но для меня самый лучший интерфейс остается интерфейс на флеш-версии. Ставь лайк, кому тоже нравилась флеш-версия Танков Онлайн. Перед тем, как мы зайдем в битву, хочу показать вам, какие на данный момент существуют режимы и какие появились новые. По классике, стандартные бои — это у нас все режимы, которые были раньше. От командного боя до штурма, тут без изменений. И специальный режим с голдами, который появляется только по выходным либо по праздникам. Специальный режим отличается от остальных повышенными голдами и специальным форматом вооружения. И да, друзья, что касается голдов, мы поговорим дальше, ведь эта тема затрагивает меня и, думаю, многих из вас. Ведь многие из нас играли в танки только из-за голдов, из-за этих уникальных эмоций, адреналина, когда выпадает голд, чего сейчас уже не испытать. Итак, заходим в про-битвы и видим, что появились новые режимы. Как я понял, они были введены совсем недавно. В том числе здесь появился режим старых танков онлайн, которые мы так любили. Без овердрайвов, летающих корпусов, устройств, дронов и так далее. К сожалению, онлайн-танков сейчас очень мало, и в этом режиме редко найдется битва. Нужно либо ждать, пока ее создадут, либо создавать ее самому, что я и делал. Но все равно тяжело набрать людей. Что касается онлайна, разработчики даже скрыли его количество. Для тех, кто не знает, раньше показывался онлайн на главной странице сайта танков. По последним данным, онлайн сейчас составляет около 7-9 тысяч, и это только на специальных ивентах. И это очень грустно, но вернемся к старому режиму. В старом режиме мы можем, как раньше, выбрать любую карту, время битвы, количество флагов, точек, либо убийств, переодевание, золотые ящики. Заходим в битву и наслаждаемся отсутствием овердрайвов, дронов и устройств. В этом режиме уже более-менее решает скилл, а не донат. Короче говоря, этот режим версии Танков Онлайн 2014-2016 годов, только с другой графикой и новыми пушками и корпусами. Кстати, про графику. С 2019 года появились изменения в текстурах некоторых корпусов, пушек и некоторых карт, а также важной новой геймплейной фишкой стали отрывающиеся пушки при уничтожении танка, что меня удивило и напомнило Танки X. Обратите внимание на новые текстуры кустов, флагов, на дизайн корпусов, пушек и их эффектов, типа вылета гильзы и смоки. Разработчики взаимствуют со своего провального проекта Танки X, и я уверен, что будут продолжать брать оттуда наработки. Старые карты разработчики перерисовывать не стали, следовательно, графика кардинально не поменялась. Раз уже в Танки Онлайн начали внедрять наработки с Танков X, то следовало бы обновить графику, потому что для 2022 года Танки Онлайн при всей своей навороченности немного отстают в графике. Сравните графон Танков X в 2016 году и графон Танков Онлайн в 2022 году. Самое забавное остается то, что в том самом 2016 году Танки X выглядели намного лучше и технологичнее версии Танков Онлайн 2022 года. И насколько я помню, оптимизация на первых версиях Танков X была превосходной, но разработчики умудрились испортить Танки X графическими обновлениями и геймплейными изменениями прямиком до их полного закрытия. Хотя этот проект был очень перспективным, разработчики даже закупали рекламу у блогеров, у Брейна и Куплинова. Тогда Танки X поставили на уши все танковое комьюнити, включая меня. В 2016 году я делал заключительную нарезку голдов в Танках Онлайн, в конце которой анонсировал переход с Танков Онлайн в Танки X, но, к сожалению, Танки X провалились. Кстати, на канале есть видосы за ЛП из Танков X. Можете посмотреть и сравнить с нынешними танками онлайн. Если интересна тема про Танки X, то ставь лайк и напиши коммент за Танки X, и я сниму специальное видео по Танкам X. Еще одно нововведение в геймплейной составляющей заключается в подбитом корпусе.
Теперь корпус уничтоженного танка не пропадает мгновенно, а лежит еще какое-то время, мешая проехать противнику. Как по мне, это спорное решение и может мешать геймплею. Но разработчики танков обычно не спрашивают мнения игроков. Со временем к этому привыкаешь и уже не обращаешь внимания. В остальном геймплее вроде бы все то же самое. Физика та же, что и была в 2019 году, не считая прыгающих корпусов. Но они вроде бы и тогда уже были в игре. Еще появились дроны, которые могут накладывать эффект повышенного ускорения на танк, благодаря которому даже Мамонт может летать со скоростью Васпа. Оптимизация, как и раньше, оставляет желать лучшего. Перепады FPS на месте. Еще заметил такой баг, что при нажатии кнопки Tab в битве происходит падение FPS. В прошлой версии танков на флеше такого вроде бы не было. Рейтинги с топом 100 игроков в 3 номинациях остались полностью без изменений. Смотря на рейтинги, вспоминается Хэллоуин 2015 года, когда впервые ввели систему рейтингов в игру. И мы все до утра сидели, играли, чтобы занять топ. И это, кстати, было целых 7 лет назад. Напишите в комментариях, дают ли что-то за первое место в рейтингах сейчас или нет. Итак, друзья, переходим к самому интересному. К голдам. Многие из вас, включая меня, играли в танки онлайн из-за голдов, из-за того самого чувства адреналина при звуке сирены. Посмотрим, что изменилось с 2015 года в плане голдоловства. Сейчас, к сожалению, в танках онлайн преобладает матчмейкинг, и на картах идет мясорубка. Голды за короткую битву в матчмейкинге падают редко, но если и падают, то взять его довольно сложно, из-за задротов, которые убивают всех подряд. Нету такого, как раньше, что на голде никто никого не бьет. Сейчас всем пофиг на этот голд. Падает голд спустя 10 секунд после сирены. Насколько я помню, разработчики постоянно меняли время выпадения и остановились на 10 секундах. Мне кажется, намного удобнее было бы сделать хотя бы 30 секунд, чтобы успеть доехать или найти точку, если ты, например, в минусе или тебя уничтожили на голде. Но, друзья, есть и плюсы. Как я понял, на выходных и праздниках всегда появляется специальный режим с голдами и повышенной вероятностью их выпадения. X10, X20, не знаю, разработчики об этом не сообщают, но голды в этих режимах падают очень часто, что дает глоток свежего воздуха для голдоловов. В специальных режимах зачастую отключают овердрайвы, устройства, дроны, что дает режиму еще больше плюсов, так как корпуса не прыгают, никто не убивает тебя с одного выстрела и можно наслаждаться голдами. Вот, например, на одном из специальных режимов вообще убрали всем пушки и дали всем какую-то кувалду и параллельно отключили овердрайвы с дронами и добавили повышенные голды. Это было прикольно. Меня так затянул этот режим, что я попал в топ-3 рейтинга голдоловов. Вспомнил, так сказать, старые добрые времена. Я думал снять ЗЛП с этого специального режима, но подумал, что будет неинтересно одна и та же карта с одинаковыми пушками. Короче, напишите в комменты, что думаете по этому поводу. Также специальный режим бывает и со стандартными настройками, как в матчмейкинге, ну то есть мясорубка, но зато с повышенными голдами, где хотя бы можно продумать тактику ловли. Но в этом режиме пердак лично у меня горел очень сильно, и огонь достигал размеров наших территорий. Еще бывает, они делают специальный режим тупо, где все джаггернауты. Но это так уныло и неинтересно, что джаггернаут, я думаю, уже всем приелся. Если даже мне, игроку, который не играл 3 года, этот режим не зашел сразу. Намного интереснее играть на обычных корпусах и желательно без дронов, устройств и овердрайвов. В обычной матчмейкинговой битве донатеры могут убивать с одного выстрела Мамонт М4, или как он сейчас называется, МК-7. Смена линейки М1, М2, М3 на МК-1, МК-8 считаю минусом. В гараже появилось столько всего нового, включая, кстати, батарейки для дронов, что проще стараться заработать кристаллы в бою, нежели ловить коробку с 1000 кристаллами. Также в игре появились предметы, которые можно купить только за донат. Да и сама экономика игры заточена на то, чтобы игрокам было сложнее зарабатывать кристаллы, им приходилось донатить. Предложений с донатом в игре просто куча. С точки зрения бизнеса, танки двигаются в правильном направлении. Мне кажется, что без этих всех нововведений игра бы давно умерла. Да она и сейчас не особо на плаву, но все же держится. Без обновлений, рано или поздно, всем бы надоело играть, а отставание графики от современных игр и скучный геймплей не подходит для новых игроков. Я сам проводил тест и давал играть друзьям, и им всем быстро надоедало. Эта игра, наверное, только для тех, кого она зацепила еще тогда, давно. Игра могла бы развиваться совсем в другом направлении, если бы учитывалось мнение игроков. Но что бы из этого получилось, мы с вами уже не узнаем. Итак, друзья, за 3 года моего отсутствия в танках онлайн произошло очень много изменений, как плюсов, так и минусов. Я, честно, не ожидал, что будет столько изменений в игре. Пишите ваши комментарии, что бы вы хотели изменить в танках онлайн. Может быть, что-то убрать или что-то добавить. Также, друзья, если поддержите активом ролик, то, думаю, будет прикольно устроить ностальгический стрим, как в старые добрые времена, и собраться на новом режиме про битв, классике, как в старых танках.
и сыграть в ДМ, например, на какой-нибудь старой карте. Так что, друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. До встречи, всем пока!